Хочется вам показать брошенные виды транспорта Швеции. О, это сугроб снега. Такой, чтобы вы понимали его размеры. Вот вам засыпанная машина. Она не битая. Скорее всего, она даже ездит. Просто она не нужна никому. Она уже старенькая, Audi. Вот стоит велосипед с фарой. Ну, вот, наверное, женский. Как летом оставили, так он тут и стоит. Вон стоит машина. 80-очка. Тоже, скорее всего, на ходу. Без каких-либо. Просто стоит. Спереди подгнившая немножко. Вон даже снег. Ну она такая, да, уже уставшая. Зеркала нету. Брошенная. А вот это дальше домик. Это остановка автобусная. Такая остановка. Можно зайти, подождать. Тут тепло. Часы висят. Лавочка. Реально тепло. А дальше, видите, помещение для обслуживающих всяких там щеток, всего остального. Приезжает машина. Здесь хранят вещи. А вот вам велосипеды. Нам приехали на остановку. Видать, уехали куда-то, а потом забыли, где оставили. И вот они никому не нужны, они здесь будут стоять, валяться, как и машины, пока их кто-то не приедет, не уберет. Но так как это принадлежит кому-то, то, скорее всего, его все равно никто не уберет. Потому что здесь нету такой привычки брать чужое, даже если оно не нужно. Смотрите, вот еще одна стоит машина заброшенная. Под таким слоем снега. Но это разобранная. Это, по-моему, Ford. Универсал. Вот продолжение нашей темы заброшенных машин. Два Сабика универсала. У всех универсалы. Все любят универсалы. Все люди практичные. Березовый лес. Никто дырки в деревьях не колупает ради сока. Прошу заметить. Эти деревья ровненькие, красивенькие. Амбарчик такой. С крыши, смотрите, как снег слазит, стекает потихоньку. Пришел я в конец туда, куда хотел прийти. Здесь получается выход на воду. Вот это все вода, понтоны. Лодка вон торчит, видите, где лодка торчит, там вода начинается. Здесь получается ров такой с выходом в воду. Прицепы, лодки на прицепах. Вот лодка брошенная с мотором 40 лошадиных сил. Посмотрите на этот винт. Они где-то, не знаю, по берегу на нем гоняли. Вот. Сороковничек. И здесь такие гаражики. Гаражи. Ну, я так понимаю, что здесь лодки стоят. Ждут лета. Зимуют. Вот. Находимся мы в жуткой глуши. Никто здесь не лазит. Никто здесь не ходит. Везде убирают снег. То есть вот даже места такие, куда по сути идет просто улица, хотя бы идет, убирают снег, а уже к самому зданию подход убирай самостоятельно. Я прошел эти 6 километров и в принципе понимаю, в чем все-таки отличие наших стран. Вы знаете, вот нету тут ничего необычного. Те же самые деревья, те же самые березы, сосны. Тот же самый снег белый. Мусора нету. Нет мусора. Вот нету ничего здесь лишнего. Нигде. Пакета с мусором, бутылки пластиковой, пачки из-под сигарет, бычков. Ничего здесь нету. Чисто одна природа. А там
где есть какие-то кусочки цивилизации, они настолько грамотно интегрированы в природу, что они не несут за собой никаких последствий. Смотрите, вот вам домики, гаражики. И я вас уверяю, когда снег сойдет, я вам специально сниму все то же самое, и здесь все равно ничего не будет. Приехала Volvo снегоуборочная. Смотрите, четырехлапая какая. У нее получается спереди огромный ковш. Он на гидравлике двигается влево-вправо. А сбоку, вон сзади, видите, одно снизу маленькое красненькое колесико. Это еще один ковш, который выдвигается в сторону и убирает сразу вторую полосу. То есть вот эта одна машина убирает сразу две полосы. Сама идет по левой полосе, а вот этим вот красным ковшом, который сбоку находится, убирает первую полосу. А сама едет по второй полосе. Вот. И сзади сразу идет посыпалка. Она поднята сейчас. Ну и посыпает сразу дорогу. Вот так вот одна машина убирает сразу две полосы. И средняя скорость уборки снега. Ну вот сколько я попадал в такие ситуации, когда он идет, перекрывает полностью дорогу, где-то порядка 50 км в час. То есть вот одна машина за 6 часов, за 4 часа убирает 200 км дороги в среднем. Вот как в пятницу приехал, как встал на паркинг, так до сих пор с места не двигался. Отстоял 45, отстоял 50, отстоял 60. Паркинг. Стандартный домик, который я вам уже показывал. Скамеечки. Он Peugeot старенький. Ездит по паркингам, собирает мусор. Сосиска рядом стоит. Чудесная погода, чудесное утро. Минус 6 на улице. Стороны взлетно-посадочная полоса начинается прям сразу. Вот она, оранжевая. И здесь заходят самолеты на посадку прям над мостом. Вот здесь вот буквально метров 20 высота у них здесь. То есть они прям заходят, тут прям на посадку заходят. И так клево. Я когда сюда ехал, не успел снять. Когда-нибудь думаю, что все-таки попаду еще раз, чтобы посмотрели. Очень классно. Видите, без жилеточки нельзя. Без жилеточки не грузят даже. Вот, собственно, и все. Загрузился полностью древесинкой под верх. В середине немножко пустоты. За 56 минут раскрыл, загрузил. Ремни зацепил. Сторону закрыл, все полностью сделал, готов ехать. Вот, это в общей сложности 56 минут получилось. 24 тонны 453 килограмма. Ну что, сходил я в душик, и в душ сходил, и воды набрал, и побрился, и помылся. Вот. Едем в Гетеборг.
порт отдавать прицеп, а ехать нам 610 километров. Вот такая вот погодка. Херячит снег, температура -1, посыпалки сыпят, на дороге говно. На подъемах чувствую, как начинаю буксить, не хватает, забивается протектор этими какашками. Короче, дорога такая, только держись. Жесть, одна вон машина в кювете лежит. Сзади красный сигнал, вот разорванный полностью отбойник. Я пока стоял, сюда поехала машина, а вот еще одна скорая едет. Скорая или полиция, или скорая. Это полиция на Volkswagen. Гражданская машина, это копы ездят. Чисто беленькая, без ничего. Короче, тут жесть какая-то была. Вон еще одна машина в кювете перевернутая. Полностью вверх ногами. Скорая. Дорожники. Дорога перекрыта. Да. Малявка какая-то. Типа Nissan Micra лежит в кювете. Все здесь перекрыто. Жескач. Копы стоят, тоже проехать не могут. Большая редкость. Обычно все на забор лезут, чтобы их пропустить. Люди стоят, уже курят. Встречек давно не было. Я паузу сделал. Пока я паузу делал, проехало очень много. Вот эти все машины, они как раз полетели туда, но я как-то не придал этому значения. Не стал снимать. Как вы видите, как часто такое происходит. Кто-то в кювет, дорога закрыта. Кстати, мне на удивление Наташка, я перед тем, как на паркинг становиться, Наташка сказала о том, что дорога закрыта. Вот. Но Наташка иногда выдумывает. Ну, точнее, мне пока доверия прям такого к ее интернет-советам нету большого, поэтому я не поверил. 11 километров осталось до места, куда мне нужно заехать. Потом поедем в порт, выбросим прицеп. Я сейчас выброшу барахло из кабины, из прицепа, там запчасти, всякое такое. Потом поедем в порт, выбросим прицеп. Потом поедем в другой порт, возьмем новый прицеп. И потом поедем разгружать его. Заехал на выгрузку. Городок такой. Маленький городишко. Volkswagen стоит, лишь валяется. Беда, бля. Ну, туда, куда он меня ведет, я не спущусь просто так. Не то, что просто так. Я никак туда никак не спущусь. Скач, конечно. Но все-таки действительно не туда. Получается, что сюда. Места, конечно, красивые. Но, блядь, ездить по такой жопе не очень в удовольствие. На наступному повороті поверніть ліворуч. Ох, я чувствую, в какое-то сейчас чудесное место я заеду. Ну вот направо. Ну вот это я же заикался. Я не знаю, как туда заехать. Я не знаю, ладно, черт с ним, я пойду смотреть пешком, я туда не поеду. Смотрите, какая дорожка. И вот здесь вот где-то надо разгрузиться. Сюда надо заехать, и здесь где-то надо разгрузиться. Жесть, дорожка, тропинка. Сейчас буду закатываться сюда. Аварийку здесь нельзя включать. Аварийку, если включишь, будь готов через 5 минут ждать полицию.
Потому что если аварийка включена, значит у тебя аварийная какая-то ситуация. Значит тебе нужна помощь. Вот, я включаю правый поворот обычно. И с правым поворотом оставляю. Ну что, заезжаем походу сюда. Все-таки походу сюда. Ну заезд тут, конечно, еще тот подарочек. Наверное, мне сюда. Да, вот вроде на офис похоже. А может и это и рампа. Выезжаем с этого чудо-предприятия. Вопрос только как. Жесть. Ну что, ничего, буду учиться задом сдавать. Если не сюда. Показывает, что сюда, показывает, что нормально, и ворота вон какие-то есть, такие же рахитные такие же ворота. Сидит там внутри мальчик, обиженный, видать, что его на 8-е. Ну, короче, у него рабочий день в 4 часа закончился, я в 4 приехал. Он типа начал мне рассказывать, что поздно уже типа все. Пиздец. Выгрузился, и то хорошо. Все. На паркинг. Смотрите, какие остановки. Остановка такая, что автобус становится, и ты проехать не можешь. То есть у тебя без шансов. Ты должен встать и стоять. Все, собственно, выехали из этой жопы. 10 километров еще до паркинга. Поехали готовить, кушать.